Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и сегодня мы выступаем с весьма необычной презентацией, потому что случай, на самом деле, весьма необычный. Перед вами сегодня будет выступать вокально-инструментальный ансамбль 0803. Смотрите, перед вами график заказов в нашей системе, конкретно сайта приложения, 22 февраля. Казалось бы, все прекрасно, у нас ничто не упало в ДДИС, за что респект бесконечный нашим разработчикам и SRE. Но на самом деле 22 февраля, то есть день, когда были корпоративы, сеть лихорадила довольно сильно. Просто это случилось не в ДДИС, а в бизнесовой части системы. Мы очень долго стояли в стопе, тут сравнительно с предыдущей неделей. Мы отдали очень много сертификатов. И что, наверное, одно из самых критичных дней корпоратива, мы очень много заказов не отдали вовремя. Практически в 3 раза больше, чем за неделю до этого. Было понятно, что наши существующие инструменты по работе в пиковые дни не справляются с такими большими корпоративами, и нужно было что-то делать. А что очень близко к 23 февраля? Да, правильно, 8 марта. И мы понимали, что у нас есть 8 рабочих дней на то, чтобы изменить существующий подход работы в пиковые дни и что-то придумать. Мы собрали большую кросс-организационную команду из бизнес-девелоперов, дизайнеров, ребят из ДДИС, маркетинга, финансов и колл-центра. И, собственно, создали наш вокально-инструментальный ансамбль. Мы выписали все проблемы, которые потенциально могут возникнуть на корпоративы и праздники, связанные с 8 марта, и прикинули, как мы можем их решить. Мы назначили каждому таску персонального владельца, ежедневно синхронизировались по этим таскам и в конце трекали прогресс и что-то сделали, а что-то отложили. И сейчас ребята Коля и Антон расскажут, что у нас получилось, а что нет. Так, я включился, да? Я расскажу про маленький кусочек, но он достаточно весомый и большой, про работу с отложенными заказами. Продолжаем показывать графики. Графики — это круто. Это количество заказов в России за неделю 22-23 февраля. Мы видим, что самые большие пики, как раз когда все растет, количество заказов растет, приходится именно на эти дни. Женщины начинают заказывать мужчинам. И именно тогда, когда мы поняли наши узкие места в процессе, мы поняли, что мужчины нанесут ответный удар, и 7-8 марта будет, если не так же, то еще хуже, еще веселей. И в этом плане большую нагрузку на пиццерии, на наш бизнес создают отложенные заказы. В праздники все заказывают отложенные заказы в очень узком временном интервале. Доставьте мне к 11 делает весь город. И мы получаем очень много заказов в очень узкий временной интервал. Они просто вываливаются на кухню волной, там, плюс 200 продуктов, получайте, ребята. И пиццерия старается с этим как-то жить и справиться. Еще один момент, что в отложенных заказах в среднем продуктов больше, чем в обычном заказе. Ну, надо же на весь офис заказать, да? Вот. И мы понимали, что с этим придется бороться. Вот касательно этого графика, стоп, я отмотал, 15 февраля к началу дня, к 10 утра, у нас в системе было где-то 70-80 заказов в минуту. Ну, не так много, как бы ничего особого, никакой нагрузки. А уже 22 февраля у нас к этому времени уже было в 2 раза больше заказов, 150. Это был гигантский пик. И чтобы работать с этими пиками, есть всего 2 стратегии. Когда пик состоялся, мы можем либо отсечь его сверху, да, чтобы пик уменьшить и уменьшить нагрузку на пиццерию, либо, когда пик нельзя обрезать, его надо растянуть во времени. Собственно, пиццерии это всегда делали с отложенными заказами в праздники. В ручном режиме они просто начинали готовить загодя на листочках. И вот что мы придумали, чтобы пережить вот этот шторм, этот навал заказов, который предстоял 7-8 марта. Первая фича позволяла менеджеру смены заблокировать прием отложенных заказов на определенный получасовой интервал. То есть менеджер смены приходил с утра и смотрел, что у него к 10 утра там 200 заказов, в каждом из которых 10 плюс пиц. И волевым решением он останавливал и блокировал прием именно отложенных заказов через сайт, через мобильное приложение или через колл-центр для клиента. Таким образом, мы реализовали стратегию 1, ограничивали прием заказов, чтобы пиццерия не стала в стоп, а клиент смог заказать на другой получасовой интервал. И вторая стратегия реализовалась тоже с помощью простого инструмента. У нас не было много времени там придумывать какие-то умные алгоритмы, поэтому мы делали максимально быстренько и просто.
пиццерия смогла двигать время выхода отложенного заказа на трекинг. То есть, если менеджер смены видел, что к 10 утра у него 200 заказов, он просто выставлял время выхода на трекинг на 9:30, 9:35, таким образом растягивая пик. Да, это позволяло пиццерии стабильно, планомерно работать, а не огребать, когда все 200 заказов просто падают в 1 минуту. Там Оленька разрывается, все нервничают, все, в общем, в огне. Вот. И, как сказал Сергей, мы делали это за 8 рабочих дней. У меня почему-то в голове было 5. Но это, наверное, мое искажение. В общем, это был режим хакатона. Быстрый дизайн, быстрая разработка, быстрое тестирование. Мы старались максимально быстро все сделать для того, чтобы дать пиццерии один день, 6 марта, чтобы вот этими инструментами, которые мы в ППХ собрали и протестировали, дать им воспользоваться, научиться ими пользоваться, задать нам все вопросы, на которые мы бы ответили, и у пиццерии был бы некий запас времени на использование инструментов. Вот, мы вроде подготовили, все протестировали, отвечали на вопросики 6 марта, и вроде ничего не предвещало беды, но 7 марта в 4 утра меня разбудили из Южно-Сахалинска, и там была какая-то проблема с отложками, мы ее решили, и я понял, что у меня будет хороший день, и нафиг ложиться спать, да, будем продолжать работать. И действительно, это была небольшая проблема, а утром к 8 утра по Москве мы обнаружили очень серьезный баг, на проде, который мы из-за скорости разработки не досмотрели и упустили. Вот представьте, вот есть трекинг раскатки, да, туда упало 2 том-яма. Мы выбрали один, а потом прилетает отложенный цыпленок барбекю. И он просто разрывает этот заказ, да, и клиент, который заказал том-ям, будет ждать, пока приготовится весь цыпленок барбекю. Вот такую багулю мы нашли, и в течение часа наша команда, увидев этот пожар, локализовала проблему, написала решение и вывела ее на продакшн в течение часа. То есть к 9 утра по Москве мы обнаружили, пофиксили и нейтрализовали достаточно серьезный баг. И, в принципе, дальше все пошло уже хорошо. У нас не было вообще никаких багов, по-моему, с этими фичами. И как же этот день прошел, как же люди пользовались этими инструментами? Немного данных. У нас было за 7-8 марта примерно 15 тысяч отложенных заказов. Из них каждый 7 и 8, около 2000, был подвинут с помощью вот этих инструментов. Примерно 40 пиццерий прожили с этими инструментами всю смену. И мне кажется, это крутой результат. Я хочу от себя лично сказать огромное спасибо команде, которая быстро разрабатывала, быстро дизайнила и быстро тестировала. Спасибо, ребят. А я передаю слово Коле. Всем привет! В команде 0803 я отвечал за взаимодействие с нашими партнерами. И сейчас расскажу вам о том, что еще мы сделали для того, чтобы пиццериям было легче пережить 7 и 8 марта. В момент подготовки к праздникам у нас была гипотеза, что в дни больших праздников клиенты не сильно смотрят на цену, в отличие от обычных дней. Поэтому можно без больших потерь отключить акции, отключить федеральное продвижение. Таким образом, мы сможем решить несколько проблем. Во-первых, мы сможем снизить нагрузку на пиццерии, потому что, как вот вы видите по примеру этой акции, как только ты набираешь заказов пицц на определенную сумму, то у тебя автоматически падает цыпленок барбекю. Во-вторых, мы могли таким образом немножко улучшить наш юнит-кост в этот день и добавить партнерам прибыльности. И эта мера действительно помогла. Мы отключили все федеральное продвижение, весь диджитал. Ни одна акция не была видна нашим клиентам. При этом клиенты могли воспользоваться, если знали промокоды. И эта мера действительно помогла. К 13 часам примерно большинство пиццерий уже вышли из пиков. И к 15 часам мы снова запустили это федеральное продвижение. Вывод таков, что, скорее всего, в следующий раз мы не будем больше отключать его, потому что, несмотря на все плюсы, наших текущих разработанных инструментов DDIS достаточно, чтобы, в принципе, пережить любой пик. Также за время подготовки к нам обратился один партнер и сказал, что, ребят, я знаю, что один из моих клиентов звонил в колл-центр, сказал, что сделает заказ на 50 пиц, однако вы меня почему-то не предупредили об этом. Мы погрузились в проблему и поняли, что действительно какая-то часть клиентов хочет сделать заказ, отложенный за день, 2 или 3 до праздника. Так как функционала в DDS сейчас еще нет, мы подумали, что мы можем с этим сделать, и пришли к решению сделать это через контакт-центр. Мы не промоутировали эту услугу, но клиент, если он хотел, он мог оставить заявку оператору,
о том, что он хочет сделать заказ на 7, например, марта. Оператор формировал тикет для пиццерии. Пиццерия должна была связаться с клиентом и в день праздника завести заказ в систему. Но мы перед тем, как запускать этот алгоритм, не оценили, во-первых, сложность, потому что, допустим, в вашу пиццерию упало 10 таких заказов, вам нужно было либо в полночь, либо с утра связаться с клиентами и завести их в систему. Во-вторых, мы отсекали безналичный способ оплаты. Поэтому 7 марта мы получили к вечеру примерно 1000 таких заявок, и после общения с нашими, после получения обратной связи от нашей пиццерии, мы этот функционал отключили, и больше, наверное, его все-таки включать не будем. Это была хорошая попытка, но нужно реализовывать это через DDS. И, конечно, одна из самых важных вещей при работе в празднике — это качественная операционная подготовка. Поэтому мы собрали практики лучших сетей, которые направлены на то, как пережить праздники более успешно, распространили это через базу знаний, и теперь у наших партнеров есть очень хорошие, очень точные инструменты, как подготовиться. Они могут, например, почасово рассчитать, сколько сотрудников кухни и курьеров им нужно. Они могут взять шаблонные цели и каждого сотрудника сфокусировать на том, чтобы он знал, что ему нужно делать. И таким образом партнеры могут из обычной пиццерии сделать пиццерию такую, как отлаженный механизм, которая 7-8 марта, например, может проще пережить этот день и лучше удовлетворять наших клиентов. Перейдем к результатам. За 7-8 марта суммарно по рынку Евразии мы заработали на 10 миллионов рублей больше. При этом мы стояли в стопах меньше на 35%, чем 22-23 февраля, и отдали на примерно четверть меньше сертификатов. Кроме этого, уже 9 марта наш контакт-центр начал обзвон всех клиентов за 7 и 8 марта, которые, во-первых, были новыми для нас, во-вторых, сделали отложенный заказ. Всего база составляла примерно 40 тысяч клиентов. Мы получили 18 тысяч ответов и видим, что в 94% случаев клиентам все понравилось. И второй слайд — это успели ли вам доставить заказ вовремя. Мы видим, что 96% клиентов, новыми и тем, кто сделал отложенный, успели доставить заказ в то время, которое они ожидали. И в этом, на мой взгляд, заключается одна из главных вещей. Праздники, как мы знаем, это период, когда многие клиенты пытаются реализовать свой первый заказ, и это значит, что мы их не разочаровали, они, возможно, к нам вернутся. В заключение скажу, что эти праздники научили нас, во-первых, управлять спросом. Это, наверное, одна из самых важных вещей. Мы научились фокусироваться и лучше готовиться к этим праздникам. И впереди нас ожидает улучшение в DDS. И это очень хорошо, потому что это показывает, что DDS может помочь, во-первых, оказывать лучший сервис в празднике, во-вторых, нам не придется покупать 3-ю, 4-ю, 5-ю печи, чтобы со всем этим справиться. И спасибо большое всем, кто участвовал. Давайте похлопаем.